Дорогие друзья, в этом сюжете мы предоставляем вам возможность рассмотреть Израиль с высоты птичьего полета. Такие съемки уже были в наших видео. А сейчас в одном сюжете вы увидите все полеты нашего полноценного члена команды беспилотника, который даже имеет собственное имя. Знакомьтесь, кто еще не знаком, это наш Миша. Видеоматериалов собралось немало, но это всего лишь малая часть того, что можно увидеть в нашем таком маленьком и таком бесконечно разнообразном Израиле. И летим мы над Израилем с севера на юг в сопровождении нашей авторской музыки, которая появляется благодаря вдохновению и которая отображает наше восприятие того или иного места этой противоречивой и удивительной страны под названием Израиль. И мы, семейный творческий коллектив «Запад и Восток» в составе Павла и Ларисы Платоновых, ваши гиды по Святой Земле, незримо сопровождаем вас в этом воздушно-музыкальном путешествии, комментируя увиденное. Долина Хула, как красива она в зимний период. Здесь развито сельское хозяйство, рыбоводческие пруды и природные заповедники. Озеро Хула представляет собой часть водной системы, включающая озеро Кинерет, иначе Галилейское море, Мертвое море и реку Иордан, их соединяющую. Через эту долину ежегодно летят сотни тысяч перелетных птиц, часть из которых останавливается на зимовку. Но так благополучно долина выглядела не всегда. К концу 19 века долина представляла собой зараженную малярией малонаселенную местность. Реализовывать проект осушения болот удалось только после создания государства Израиль. Работы сопровождались чрезвычайным патриотическим подъемом. Возьмем от природы все. Но результат оказался плачевным. На месте осушенных болот бушевали пыльные бури и возгорались торфяные почвы летом. Зимние дожди несли наводнения. Исчезли птицы, разнообразие видов упало до критического уровня. Проект 90-х годов прошлого столетия по возрождению долины, как видите, стал успешным. Галилейское море или Кинерет – это уникальное пресноводное, самое низко расположенное озеро в мире. Основным источником наполнения воды этого озера являются воды реки Иордан и сезонные дожди. Для христиан это место дорого тем, что здесь проповедовал, исцелял и совершал чудеса Иисус Христос. Город Тверия, расположенный на берегу озера, важен и свят для иудеев. Здесь создавался Талмуд. Ну и, конечно, здесь немало возможностей и для светского отдыха.
Капернаум – центр деятельности Иисуса Христа, его учеников и последователей. Но уже тогда город был обречен на исчезновение. «И ты, Капернаум, до небес вознесшийся, до ада низвергнешься». Через несколько столетий это пророчество Христа исполнилось. Войны и землетрясения уничтожили этот процветающий некогда город, и люди покинули его. Сейчас здесь тихо и спокойно, здесь находятся православные католические монастыри и археологические парки, напоминающие о былом существовании Капернаума. А это течение Иордана уже по выходу из Галилейского моря. Берет свое начало река на севере Израиля, у подножия горы Хермон. Протекает по уже знакомой вам долине Хула, впадает в Галилейское море или, напомню, озеро Кинерет. Именно так называется этот водоем в Израиле. Покидает озеро и дальше течет по Иорданской долине к Мертвому морю. Плантации финиковых пальм. Древнейшая сельскохозяйственная культура, исчезнувшая на этих землях более 5 столетий назад и вновь возрожденная в наше время. Урожайность израильских плантаций одна из самых высоких в мире, и маленький Израиль стоит в ряду крупнейших мировых производителей фиников. На плантациях произрастает 9 сортов фиников. На первом месте стоит сорт Маджуль, крупный, мясистый и сладкий, который Израиль поставляет даже в арабские страны. Правда, при посредничестве третьей стороны. На сегодняшний день Израиль является поставщиком 60% мирового экспорта этого сорта. Иорданская долина протянулась от озера Кинерет до Мертвого моря и дальше. По долине проходит сирийско-африканский разлом, граница двух тектонических плит. Здесь в глубине протекает река Иордан, являясь границей между Израилем и Иорданией. Здесь возвышается мемориал памяти солдат, погибших на восточной границе, сейчас самой спокойной в Израиле. Эта плодородная долина с множеством родников окружена засушливыми холмами. На совсем короткое время, буквально месяц в году, холмы и ущелья покрываются зеленым покровом. Именно в это время нам повезло быть здесь и любоваться удивительной красотой этих мест. Израильская долина и гора Фавор, на иврите Тавор.
друзья, мы хотели показать вам один из красивейших видов на гору Фавор. Это со стороны обзорной площадки горы Свержения города Назарета. Посмотрите, какой великолепный вид. С этой стороны можно увидеть самую округлую форму. Артавор, так название звучит на иврите. И это нечто выдающееся, нечто выступающее, если мы переведем артавор на греческое фавор. А фавор фаворитами. Все знают, что такое быть фаворитами. То есть выделяться на вершине ника. И вот здесь мы четко понимаем этимологию слова фавор. Фавориты, соответственно, выделяющие. Смотрите, посредине долины, совершенно такой плоской, вдруг гора выделяется на почти 580 метров над уровнем моря. И ранняя церковная традиция почитает это место как место преображения Господня. Немало библейских и более поздних сражений связано с этими местами. Трудно поверить, но еще в начале 20 века это был один из самых запущенных районов с заболоченными землями. На вершине горы соседствуют православный и католический монастыри, построенные в конце XIX века. С ранних христианских времен Фавор почитается местом преображения Иисуса Христа, хотя в Евангелии и не упоминается. И чуть дальше, в этой живописной долине, покрытой сельскохозяйственными угодьями, согласно откровению Иоанна Богослова, произойдет и последняя решающая битва сил тьмы и света. Эта земля, согласно Библии, была дарована одному из 12 племен Израиля, племени Иуды. Это Иудейская пустыня. После зимних и весенних дождей по ущельям бегут бурные потоки воды. После них Иудейская пустыня оживает, покрывается яркими цветами и молодой зеленью. Но ненадолго. Засушливый климат берет свое, и через короткое время пейзаж вновь становится пустынным и безжизненным. Но есть здесь и источники, несущие воду и жизнь. В скалах, пещерах и ущельях с древних времен искали убежище. Будущий царь Давид скрывался в оазисе Эн-Геди от царя Саула. Сюда шли отшельники, здесь основывались первые монастыри. Кумран, Эн-Геди, Масада – все это здесь, в Иудейской пустыне. Это самая северная конечность Мертвого моря. В этом месте Иордан отдает последние свои воды морю. Здесь с самой низкой точки земного шара заканчивается жизнь этой реки. Помимо вод Иордана наполняют озеро и минеральные источники с гор Иудейской пустыни. Мертвое море – это бесточное озеро. Вода уходит только за счет испарений, и она уникальна по своему составу. Но что мы видим? Мы видим, как Мертвое море умирает, хотя иссыхает более правильная формулировка. За последние 100 лет уровень упал на 25 метров и продолжает понижаться по метру в год. Помимо изменения климата, на снижение уровня значительно влияет деятельность человека. Заводы Мертвого моря выпаривают воду для получения солей. А еще море перестало получать прежний объем воды из-за активного использования вод Иордана для промышленности и сельского хозяйства Израиля, Иордании и Сирии.
вы видите карстовые воронки. Снижение количества соленой воды позволяет пресной воде источников протекать в подземные слои земли вблизи береговой линии. Пресная вода растворяет соляные отложения, создавая подземные полости, способные в любой момент разрушиться. Ну а здесь, южнее, уже повеселее. Это курорт на Мертвом море под названием Энбукек. Так называется источник, стекающий с гор неподалеку. Строительство началось в 50-е годы прошлого столетия, после визита сюда второго премьер-министра Израиля Ицхака Бен-Цвия. Потому что курорт имеет место быть, можем понять, что премьер-министр оценил по достоинству чудодейственную силу воды, вернее раствора соли и воздуха, насыщенного минералами. Более десятка отелей курорта к вашим услугам. Энбукек располагается в одном из бассейнов заводов Мертвого моря, поскольку к 80-м годам прошлого столетия природная южная часть моря пересохла. Так что сегодня Мертвое море – это два бассейна. Природный северный с наибольшей глубиной 380 метров и искусственный южный, где уровень глубины порядка 2 метров и контролируется человеком. А это уже море Средиземное. Мы над акведуком, которому более 2000 лет. Какая прочная постройка! Не разрушили ее до конца ни волны, ни ветер, ни нещадное солнце. Ведь в знаменитом римском цементе и штукатурке, которые использовали при строительстве, присутствовал вулканический пепел. А зачем вообще здесь акведук? Конечно же, для доставки воды. Куда и откуда? Кесарию морскую, построенную царем Иродом. Откуда? От источников горы Кармель. Первая, самая ранняя линия акведука тянулась на 10 километров. Римские технологии позволяли воде двигаться по акведуку с минимальным уклоном в среднем 16 сантиметров на 1 километр. Мы над побережьем в районе города Нетания. Нетания раскинулась вдоль берега на утесе, и город отрезан от береговой линии обрывом, высота которого колеблется от 15 до 40 метров. Назван город в честь Натана Штрауса, американского филантропа еврейского происхождения. Название – дань уважения этому человеку. Полетали мы и над одним из деревьев патриархов Святой Земли. Это сикамора города Нетания. Размеры ее внушительны. Высота 10 метров, ширина кроны 25, обхват ствола 8 метров. Согласно легенде,
полководец Халид ибн Аль-Валид, ближайший сподвижник пророка Мухаммеда, похоронил свою мать под деревом, где она увидела свой последний сон. В тени дерева дважды останавливался сам Наполеон Бонапарт в 1799 году. Внизу мозаика рисунка Чарльза Уилсона. Он зарисовал Сикамору в 1873 году. О потрясающем закате можно и не говорить. Тель-Авив – невероятно разнообразный, неповторимый, противоречивый город. Сочетаемые, казалось бы, несочетаемые. Море, солнце, пляжи, блеск стеклянных небоскребов, культурные центры, театры и музеи. А старая часть города – это вообще музей под открытым небом. Это сложная мозаика, это разноцветный калейдоскоп, это жизнь, бурлящая и днем, и ночью. Одним словом, город незаурядный. А на юге Тель-Авива расположен древний город Яффа. И снова в пустыню. И это город в пустыне. В Иудейской пустыне. Город с библейским названием Маале-Адумим. Совсем молодой, но очень красивый. Обо всем, что вы видите в этом фильме, у нас есть подробное видео. А если вы впервые на канале и с нами не знакомы, но вам интересна наша страна, то подписывайтесь и путешествуйте с нами по Израилю. Иерусалим – столица Израиля. Удивительный и неповторимый город. Уже только одно название в душах и памяти многих отзывается волной нахлынувших чувств. О Иерусалиме уже много сказано. Просто смотрите и отдыхайте.